Друзья, всем привет! Наступила осень, пора простудных заболеваний, и вспомнила я тут старый добрый бабушкин метод для лечения кашля. Для приготовления микстуры нам потребуется черная редька и мед. Редьку я уже помыла, отрезала корешки и сейчас еще срежу верхушку. Существует несколько видов редьки, но вот черная признана лидером по содержанию эфирных масел и витамина С и считается самой эффективной для лечения кашля. Ну вот смотрите, верхушку я уже отрезала, сейчас буду вычищать сердцевину, делаю это ложкой, не так легко, конечно, это делается. А сам сок, который получается при добавлении меда к редьке, он просто богат витаминами, такими как А, С, витамины группы В, Е, ПП, К, микроэлементы, это железо, йод, кобальт, медь, фтор, марганец и макроэлементы, кальций, натрий, фосфор и магний. Также лекарство богато ферментами, органическими кислотами и фитонцидами. Кстати, несмотря на пользу, микстура из редьки и меда имеет и противопоказания, поэтому будьте осторожны. Если у вас есть болезни сердца, гастрит или язва желудка, также если вы недавно перенесли инфаркт или инсульт, то тоже будьте осторожны. Ну и, конечно же, если у вас есть аллергия на мед, то такое лекарство вам принимать нельзя, либо замените мед сахаром. Ну что ж, редьку я очистила, сейчас буду наполнять ее медом. На такую редьку, как у меня, потребуется примерно 2 столовые ложки меда. Ну а вы смотрите, соответственно, на глаз, так, чтобы было место для выделяемого еще и сока. Потому что редька, соответственно, будет давать тоже сок. У меня мед этого года, поэтому он такой жидкий. Если у вас мед уже сахарившийся, то тоже ничего, тоже пойдет. Теперь редьку надо накрыть и дать настояться в течение 10-12 часов. Одну редьку вы, кстати, можете использовать 2-3 раза для приготовления такого лекарства. Ставлю редьку на стаканчик или на баночку, да, либо на кружку, на пиалку. Ну, то есть вы смотрите по диаметру, чтобы вам подходило, потому что сок будет стекать через донышко, он будет просачиваться. И для того, чтобы у вас редька не плавала в этом соке, а все-таки он просто стекал в емкость, то лучше вот делать так. Готовую микстуру взрослым принимать 4 раза в день по 1 столовой ложке через 30 минут после еды. Детям до 7 лет даем по чайной ложке 2 раза в день. Будьте здоровы!